Привет, армия. В последнее время многие обсуждают пост Чингука о Тэхёне в его аккаунте в Instagram. Теперь этот пост невидим и, как и ожидалось, появились теории, предполагающие, что он удалил его, потому что хотел опубликовать фото с Чимином или под давлением. Однако реальность гораздо проще и яснее. Пост не был удален, а просто заархивирован. Вы все еще можете увидеть совместную работу Тэхёна и Чингука в профиле Тэхёна. Слухи о близости Чингука и Чимина действительно циркулировали, в основном из-за фан-сервиса, но эти взаимодействия явно остались в прошлом. Теперь Чингук, кажется, гораздо свободнее быть с кем хочет, и все указывает на Тэхёна. Не только то, что мы видим в социальных сетях, но и короткие, запечатленные моменты показывают их настоящие, близкие и очень особенные отношения. За эти годы компания и даже некоторые сотрудники, казалось, изо всех сил старались держать их на расстоянии. Но, несмотря на все это, Чингук всегда находил способ оставаться рядом с Тэхёном. И это говорит о многом. Теперь, когда у него больше свободы, становится ясно, что он выбирает быть с ней, независимо от мнения окружающих. Ярким примером этого является их недавний совместный перелет. Их не окружали профессиональные камеры или съемочная группа, были только Чингук и Тэхён, разделяющие тихий момент как пара. Во время перелета Тэхён сидел на коленях у Чингука, и они оба выглядели невероятно расслабленными, словно ничто не имело значения, кроме как наслаждаться обществом друг друга. Интересно, что почти всегда, когда они появляются вместе в эти интимные моменты, вокруг никого нет. Нет ни персонала, ни камер, мы видим искренность. Вот почему многие, кто давно следит за Тэхёном, понимают разницу между тем, что является частью их работы, и тем, что является частью их настоящих отношений. Чингук опубликовал свой первый пост в Instagram за долгое время, и хотя некоторые пытались преуменьшить его значение или предполагали, что он сделал это из чувства долга, правда в том, что нет никаких признаков давления. Все указывает на то, что это было его решение, как и всегда было с Тэхёном. Многие продолжают отрицать очевидное, некоторые по-прежнему предпочитают верить, что произошедшее между ними было просто игрой перед камерами. Поэтому вместо того, чтобы продолжать оправдываться или распространять необоснованные слухи, самое справедливое – принять то, что мы видим. Тэхён не вымысел и не продукт фан-сервиса. Они настоящая пара, которая многое пережила и теперь может выражать себя более свободно. Хочу остановиться на минутку и остановиться на том, что происходит в последнее время в социальных сетях. Многие начали критиковать Джей Хоупа просто за то, что он не публикует фотографию Тэхёна в своем Instagram или за то, что он не упоминает его во время прямого эфира. И хотя я понимаю, что некоторые люди глубоко восхищаются своими кумирами, я думаю, что это немного перебор. Во-первых, я хочу подчеркнуть, что этот канал, который вы смотрите, был создан, потому что я глубоко восхищаюсь Тэхёном и Чингуком, как артистами, так и тем, что они представляют вместе. Я слежу за ними, потому что люблю их творчество, их личности и, самое главное, их особые отношения. Для меня Тэкук – это не просто сочетание имен, они – пара с историей, которая строилась годами. Отношения, основанные на доверии, привязанности и любви, которые очевидны как в мельчайших деталях, так и в самых заметных моментах. Теперь, возвращаясь к Джей Хоупу, я думаю, важно помнить, что каждый участник группы имеет свободу публиковать в своих социальных сетях все, что захочет. Мы не можем ожидать, что они будут упоминать всех и каждого в каждой истории или посте. Иногда это происходит в разных контекстах, иногда они не могут поделиться всем из-за проблем компании, а иногда они просто избирательно подходят к тому, что показывать. Это не значит, что они игнорируют или исключают кого-то, не у всего есть скрытые мотивы. В данном случае некоторые начинают говорить, что Джей Хоуп намеренно исключает Тэхёна или просто хочет привлечь к себе внимание. Даже другие участники группы, которые также используют Чингука как способ добиться известности, пользуются этим. И, честно говоря, это никому не помогает. Несправедливо обременять кого-то обвинениями, не имеющими доказательств или контекста. Джей Хоуп всегда проявляет уважение к участникам группы, включая Тэхёна, и если он не появляется в сторис, это не значит, что между ними есть проблемы. Тэхён также опубликовал свой пост, где он с Чимином наслаждается моментом, никакой неловкости. Иногда это просто личное решение, чем поделиться, не у всего есть скрытые мотивы.
Кроме того, важно помнить, как устроена индустрия развлечений. Компании часто решают, что показывать, на что обратить внимание, кого публиковать в определенные моменты. И это не всегда отражает то, что происходит между участниками группы или в их реальной жизни. Использовать это как основание для нападок на кого-то вроде Джей Хоупа абсурдно. Вот почему, вместо того, чтобы критиковать кого-то ненужным или подпитывать беспочвенные теории, я бы предпочел сосредоточиться на том, что действительно важно для нас, на Чингуке и Тэхёне. Отношения между Тэхёном и Чингуком были одними из самых искренних и последовательных в группе. Как фанаты Чингука и Тэхёна, мы также несем ответственность. Речь идет не только о том, чтобы следить за каждым контентом или наслаждаться прекрасными моментами, которыми они делятся, мы также должны поддерживать их разумно, не причиняя боли другим и не ввязываясь в ненужные споры. Мы должны сосредоточиться на том, чтобы радоваться их отношениям, осознавать их особую ценность и уважать атмосферу, в которой они живут. В конечном счете, никто из нас не участвует в их жизни напрямую, мы не знаем всего, что происходит за кулисами. Все, что мы можем сделать, это наслаждаться тем, что они хотят нам показать, продолжать поддерживать их и верить в то, что они строят вместе. Поэтому не тратьте энергию на бесплодные споры, не поддавайтесь провокациям и не разжигайте ненависть к другим участникам группы. У каждого свое место, свой образ жизни и свои отношения с другими. Важно то, что Чингук и Тэхён, как пара, остаются сильными, едиными и продолжают сиять вместе. Вот что самое главное. В отношениях Тэхёна и Чингука есть нечто, что невозможно игнорировать. И дело было не только в том, что они делали на сцене или перед камерой. Дело было в том, как они искали друг друга, поддерживали друг друга и понимали друг друга без слов. Те, кто давно следил за их отношениями, заметили перемены. Раньше их совместные мгновения были короче, реже, словно они измеряли, сколько всего могут показать. Но теперь их отношения стали более постоянными, свободными и естественными. Больше не было никаких признаков того, что они пытались скрыть свои чувства, вместо этого, казалось, они просто решили позволить всему идти своим чередом. И это заставило многих осознать, насколько сильна их связь. Речь шла не только о близости или глубокой дружбе, это было нечто более прочное, более интимное. Потому что то, что существовало между ними, не нуждалось в объяснении громкими словами или преувеличенными жестами. Оно было в мелочах, в том, как они прикасались без колебаний, в том, как они подходили друг к другу, словно были рядом всегда. Это было в том, как они смотрели друг на друга, со спокойствием, не требующим внимания. Это просто происходило, потому что они чувствовали. Эти жесты не новые, но со временем они стали более частыми. Это не то, что случается время от времени. Это часть их повседневной жизни, их способ быть вместе. И когда вы присмотритесь, вы поймете, что это не игра, это не притворство. В них есть искренность, которую невозможно подделать, не только потому, что они ладят, но и потому, что их объединяет нечто большее, чем то, что большинство людей привыкли видеть. У Тэхёна и Чингука, как у пары, сложилась совершенно особенная динамика. Они понимают друг друга с поразительной легкостью, даже в самые простые моменты. Им не нужно постоянно говорить, чтобы понять, что чувствуют друг друга, часто достаточно взгляда или улыбки. И это происходит только тогда, когда за этим стоит настоящая связь. Связь, которая формируется со временем, доверие, моменты, проведенные вместе вдали от шума и внешнего мира. Более того, надеюсь, они поддерживают друг друга очень здравым образом. Дело не в поиске внимания или соперничестве с другими. Напротив, их отношения друг с другом демонстрируют спокойствие, уважение и заботу. Как будто они поняли, что их отношения не нуждаются в защите или оправдании, важно то, как они относятся друг к другу. И это также отражается в том, как они справляются с тем, чем решают поделиться с теми, кто следит за ними. Потому что, хотя они многого не показывают, того, что они делятся, достаточно, чтобы понять, что там есть. Им не нужно кричать об этом или объяснять. Их поступки говорят сами за себя. И для тех, кто сопровождал их в этом путешествии, наблюдать за развитием их отношений невероятно трогательно. Они кажутся искренними, непринужденными, простыми. И дело не только в романтике. Есть еще и дружба, соучастие, моменты игривости и безмятежности. Они поддерживают друг друга в достижениях, они поддерживают друг друга в трудные дни.
Они смеются вместе, они заботятся друг о друге, когда кому-то из них плохо, они дают друг другу пространство быть собой, не приспосабливаясь. Это свобода, одна из самых драгоценных вещей в отношениях. Вот почему, когда они вместе, что-то меняется в атмосфере. Это может произойти во время интервью, презентации или даже в непринужденные моменты общения с аудиторией. Их связь ощутима, она не требует объяснений. Иногда это прикосновение руки, едва заметный жест, мгновение, когда они смотрят друг на друга, не говоря ни слова, и этого достаточно. Потому что, когда в том, что вы переживаете, есть правда, не нужно преувеличивать. Нужно просто позволить этому быть. Те, кто следил за ними годами, знают, что их отношения прошли через разные этапы. Были молчания, паузы, моменты отстраненности. Но это также часть каждой реальной истории. Важно то, как, несмотря ни на что, они продолжают выбирать друг друга, они продолжают идти вместе. И это показывает решение, а не просто мимолетное чувство. Также важно помнить, что не все открыто, в их жизни есть аспекты, которые уникальны только для них. Мы не знаем всего и не должны притворяться, что знаем. Все, что мы можем делать, это наблюдать с уважением, состраданием, не навязывая свои идеи или ожидания. Иногда самое ценное, что мы можем сделать как зрители, это просто сопровождать их без давления. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face.